Hey, me gusta esta. Pretty baby. Привет, дорогие ребята! Привет, добрый вечер. Рады всех приветствовать на нашем канале. Давно мы с вами не встречались с нашей машиной. Приветствуем, ребята! Мы в последнее время все с кухни. Нет, сегодня мы с вами не с кухни. Вы знаете, ребят, в первую очередь хочу извиниться. Там многие пишут, почему так редко видео, почему видео с таким опозданием. Ребята, очень сейчас много дел. YouTube остается, к сожалению, на заднем плане. Сейчас серьезно. Есть в жизни какие-то ситуации, которые я не могу озвучивать, но дело в том, что пока YouTube у нас остается на заднем плане, по возможности стараемся, отвечаем, все равно что-то выпускаем. Сегодня были целый день заняты, не до камеры было, и как-то так. А сейчас вечером, ребят, что мы решили? Мы все-таки решили поехать выбрать кресло для кухни. Смотрите, какая история получается. Мы бы их уже давно купили, в принципе, мы их выбрали. Но так как мы решили дождаться фасады наши, чтобы это все как бы гармонировало. Смогут ли они сделать фасады того цвета кухни, как мы хотим, тогда уже эти кресла. И вроде бы мы по телефону, я говорю, Карин, что ж мы ждем, мы же зарезервировали 2 кресла классных. Ну и что вы думаете, ребята? Это резерв, почему эти кресла? Вообще кресла изготавливают под заказ. А это 2 кресла мы нашли, в принципе, которые нам понравились по цвету. Мы их заказали, но не приезжали, никак задаток не вносили. И, получается, позвонили, вернее, мы позвонили на эту фирму, говорим, что мы готовы уже забрать. Она говорит, уже одно кресло одного цвета мы отдали, так как вы задаток не внесли. Ну, людей здесь обвинять не в чем, надо было нам хоть задаток внести. Ну, короче, как получилось, так получилось. Значит, я говорю, Карин, не расстраивайся, значит, так надо было. И хорошая цена была у кресла, это раз. И помимо того, что хорошая цена, цвет идеально, который мы выбрали. Ну, ладно. И удобные такие вообще. Да. Подошли как Зайчик, а ты куда поехала, солнышко? Давай по кругу обратно. Да. Получается, и я говорю, Кэрри, вот сейчас мы приехали, забежали домой, там занесли пакеты. Я говорю, поехали тогда заново, будем выбирать кресла, и уже, если что-то, просто даже их покупать, сразу ничего брать? страшного, да, будем покупать или задаток оставлять, потому что ждать под заказ делать это долго. В принципе, мы определили, что такой, в принципе, нам цвет фасада возможен. Он говорит, ну, к цвету вы не привязывайтесь, цвета у нас есть разные, там конфигурацию мы уже на месте с вами будем решать. А цвет, значит, короче, можно не привязываться, потому что цвет, в принципе, нам сделают любой, практически любой. Ну, вернее, те оттенки, как у них есть, ну, в принципе, короче, нормально насчет этого, можно выбирать уже кресло. Поэтому мы решили, сейчас поедем первым делом в эпицентр. Хотим выбрать эти 2 кресла, если получится. Нам самое главное, чтобы были они в наличии. А нет, если в эпицентре ничего не найдем, у меня есть еще одна идея. Сейчас в Юске скидка на кресло. И там, ну, там знаете, в чем проблема? Там получается того цвета, как мы хотим, только есть одно кресло, а второго цвета нет в Юске. Я вот думаю, может, как вообще, вот тут я уже у вас как бы советуюсь, если кресло, вообще у нас 2 кресла должно быть разного цвета, но хотел вот спросить, так как знаю, что многие оказываются связаны с дизайном, если кресла будут разной конфигурации, например, одно будет с высокой спинкой и подлокотниками, другое будет круглое. Мне кажется, в этом тоже что-то есть интересное. И цвета разные, и конфигурация да, и конфигурация разная. Тогда, если это допустимо в интерьере, вообще я думаю, что допустимо. Если это допустимо, тогда у нас вопрос вообще решен. Мы одно кресло возьмем в Юске, а второе где-то найдем того цвета, как мы хотим. Ну, я бы хотела, чтобы получилось в эпицентре, потому что там были... Ну, вообще, да, как мы вот сначала выбрали, но мы не в эпицентре, а нашли тут магазин есть. На Оболоне у нас Деко называется. Мы выбрали, получается, 2 кресла одинаковой конфигурации. Ну, вернее, это, ну да, один в один кресло, просто разного цвета. Это было настолько идеально. Как мы так проворонили? Ну, мы затормозили за то, что фасады... Да, мы думаем, нет, дождем фасады, и вдруг цвет он не сможет подобрать нам это, все. И когда он сказал, что можем, перезвонили, они говорят, а уже одного нету, надо было задаток оставить. Еще ну, новогодняя эта суета, знаешь, там тот занят, это не ну все, уже не будем грустить, ну не грустить, но типа расстраиваться, хотя я из-за этой мелочи расстраиваться. Это уж точно. Это все
глупости. Короче, ребята, так что мы едем в эпицентр. Я так долго подхожу. Куда мы едем? Едем в эпицентр посмотреть кресло. Плюс я хочу купить подкормку для лимона, потому что начинаются осыпаться плоды. Мне это не нравится. Я прочитал в интернете, что надо подкормить там кислотой и азотом. Поэтому подкормку для лимона купим. Посмотрим кресло. Ну и все, в принципе. Предлагаю вам поехать с нами и посмотрим, что мы выберем. Так, любимая рубрика «Погода». Значит, у нас плюсовая температура. 5. Плюс 5. Достаточно не ветрено, хорошо, сухо, не влажно. Очень комфортно. Знаете, так похоже на раннюю весну. Погода просто... Я обожаю такую погоду. Мне это нравится, когда нету ветра, когда нету осадков, когда комфортно на улице. Когда вот так даже вечером можно пройтись, взять кофе, чашечку, прогуляться по набережной. Это, ну, не чашечку, стаканчик кофе. Чашечку с чашечкой по набережной. Кофе, ну да. прогуляться по набережной. Ну, короче, погода комфортная очень. Рубрика «Фейс-контроль» будет позже, когда мы выйдем, чтобы вы нас посмотрели, как мы. Ну, мы переоделись после работы, одели просто спортивный, я одел спортивный костюм, Кэрри не переодевалась, а я одел быстренько спортивный костюм и я одел обратно пальто. Я люблю это сочетание спортивного костюма и пальто. Так, что еще я не сказал, что я хотел вам ответить, чтобы ничего не забыть. Многие спрашивают, почему не показали гостей. Ну, ребят, вы же видите, возможный хейт, вот это все. Когда, там, знаете, меня оскорбляют, я это все терплю, все нормально. Но когда трогают других людей, я не хочу. Зачем? Зачем из-за меня кто-то будет страдать? Я этого не люблю, и поэтому этого не будет. Вот, вспомнил, что я хотел ответить. Вы знаете, приходит мне сообщение, естественно, это сообщение уже нету, и этот человек уже заблокирован, естественно. Но все-таки этот комментарий, так как блокировка в YouTube не дает возможности, чтобы человек не видел наши видео, а лишь всего лишь дает право ему не писать, вернее, дает мне право заблокировать, чтобы он писал. Это, конечно, жаль. Вот мне нравится в ТикТоке. Раз, заблокировал человека, и он даже твои видосы не смотрит. Это было бы вообще великолепно, если бы так можно было делать и в Ютубе. Потому что я не гонюсь за количеством подписчиков, за количеством просмотра. Мне это не надо. Если люди, солнышко, да, вот там, где свет, потому что сейчас я хочу поговорить с ребятами, не будет совершенно ничего видно. Итак, хочу ответить одному из комментаторов, зовут Валентина. Почему я хочу ей ответить? Потому что меня безумно это удивляет. Сейчас, одну секунду, ребят. Все, ребятки, припарковались там, где есть свет, чтобы вам было хотя бы видно нас. Значит, пишет мне это Валентина. Значит, комментарий такого рода. Гарик, это правда, что вы удаляете все комментарии, где вам пишут нелицеприятные вещи, где вас оскорбляют, вы сразу удаляете эти комментарии? Я бы, типа, на вашем месте, продолжение, смысл такой, вы сейчас поймете, дословно не расскажу, но вот смысл такой. Если это правда, я отписываюсь. Дело в том, что... Это же так неинтересно. Почему вы удаляете эти комментарии? Вы должны этим людям ответить, оскорбить их в ответ. Вы должны поспорить, обозвать этого человека. Ну почему вы удаляете? Значит, вы не настоящий, значит, вы чего-то боитесь. Я, знаете, прочитал и после этого так заблокировал, естественно, этого человека. Сейчас объясню даже, почему заблокировал. Вроде бы она же меня не оскорбила, ничего. Но от чего я опешил? Такой заблокировал, думаю, а что я в этой жизни проспал? Когда я пропустил вот этот момент, когда люди перестали быть людьми. Значит, человек мне пишет комментарий и возмущается тем и говорит, что она от меня отпишется, если я не буду на плохие комментарии в ответ ругаться, матюкаться с этими людьми и спорить. Ну вот просто вдумайтесь, значит, почему я ее, теперь объясняю, почему я ее заблокировал. Значит, этому человеку надо приходить, делать срач, или чтобы этот срач был, и она пополняется энергией. Ей надо от меня получать точно такой же негатив, чтобы я тратил свою энергию, чтобы я тратил, грубо говоря, свое здоровье, нервничал, с кем-то матерился. Знаете, мне хватает этих обсерщиков, с которыми иногда я цепляюсь, понимаете, а я еще должен со зрителями на каждый их комментарий реагировать, ругаться и материть. Да нет,
Нет, уважаемая Валентина, хотя, как оказывается, неуважаемая. Если вам нравится такое, чтобы я в ответ матерился, ругался и обзывал кого-то, а вы получали от этого кайф, я просто в шоке. Я вот в шоке, по-настоящему в диком шоке от этих людей. Естественно, мне легче заблокировать, потому что естественно, если я не осуждаю тех блогеров, которые оставляют все комментарии, плохие, хорошие. Это оставляется для того, когда ты собираешься, когда ты зарабатываешь с канала, когда ты его продвигаешь. Тебе не важно, что про тебя пишут, потому что для тебя во главе угла деньги, и ты продвигаешь свой канал, а любой вот этот срач в комментариях, любое раздвижение, это разгон твоего канала. Что очередной раз доказывает, как некоторые говорят, что я зарабатываю, и да, зарабатываю, но это не основной доход и не то, что позволяет нам жить. Понимаете, да, если бы у меня была такова цель, я бы, наверное, эти все гадости оставлял, но в моем случае деньги для меня пахнут, для меня есть большая разница, что будет написано, что будет сказано. Поэтому, конечно, я выбираю легче заблокировать этого пользователя, этого зрителя, чем трепать свои нервы, читать говно, плюс, чтобы это заходили, читали мои знакомые, плюс мои нормальные зрители, чтобы нервничали, спорили, ругались. Поэтому, естественно, мне легче заблокировать негативный комментарий. Комментарий, где, если со мной спорят в этом комментарии, я его не блокирую. Если комментарий заведомо наглый, заведомо, знаете, вот... обозвали тебя, или пишут: фу, это говно, там, на твою еду, на твою одежду. Просто скажи: это некрасиво, я себе такого бы не купил, знаешь, а я скажу в ответ: хорошие сапоги надо брать. А если говорят на твои вещи, или на твою еду, или не доведи Боже на твоих родных, близких, гадкие слова, так я должен в ответ ругаться? Нет, естественно, я удалю этого человека, заблокирую. Вот очень жалко, что YouTube, во-первых, YouTube не дал эту возможность. Я не делаю ничего преступного, сам YouTube мне дал такой рычаг управления, больше не прочитать этого человека. Но, к сожалению, что YouTube не позволяет нам, как TikTok, блокировать вообще этих людей, чтобы они вообще не видели видео. Тогда бы, наверное, они лишний раз задумались, а то они смотрят все равно и при этом оскорбляют, понимаете? Вот жалко, что YouTube не дает такой возможности блокировать человека полностью. Как бы это, знаете, такое легкое наказание. Вот такая блокировка. Также я хочу ответить еще одному нашему комментатору, доброму, позитивному, хорошему человеку. Она оставляет всегда нам хорошие очень комментарии. Я извиняюсь, что забыл ваше имя. И помнил же, господи, забыл ваше имя. Извиняюсь очень. Она говорит: Гарик, вернее, говорит, вы извините, я вот, говорит, хочу предложить свой вариант. Говорит, почему бы вы урну мусорную не поставите под умывальник? С удовольствием бы поставили. И сами об этом говорим. Вы знаете, с удовольствием бы поставили, но так как у нас под умывальником установлен бойлер, плюс установлена большая система фильтрации Цептер, это вот такой большой бачок там 20-литровый, плюс колбы с фильтрами очищающими. И плюс, знаете, у нас очень много, на самом деле, вот знаете, у нас же на кухне так не видно нигде, но когда надо, мы достаем много всякой техники, такой как электромясорубки, пароварки, там, я не знаю, скороварки, вот этой всей техники какие-то, я не знаю, там миксеры, блендеры, тостеры, вот это все, оно стоит внутри в шкафах, так нам места для хранения совершенно не хватает. Поэтому, к сожалению, я бы с удовольствием под умывальник поставил бы нас самих раздражает этот мусорный бак. И, в принципе, оно так и должно быть, но, к сожалению, у нас не помещается, нету места. Может быть, потом. Знаете, с годами все равно пополняешься этой техникой, этим всем, естественно, рано или поздно оно занимает уже места. Как бы выбросить тоже не выбросишь, потому что Кэрри говорит: вот давай вот сито это уберем, то. Я говорю: подожди, я пеку паски, пеку куличи, да. Говорю: куда потом, где новое бежать покупать? Как бы, знаете, каждый день этим не пользуешься, но это все, раз оно куплено, оно рано или поздно нужно. То какие-то формы, то какое-то еще что-то, то для хлеба у меня формы, то еще для чего, для кексов. Ну, короче, такова сложилась ситуация, что места для хранения мало, но я думаю, мы придумаем что-то. Как раз будем фасады делать, может быть, что-то там. Как-то что-то придумаем, а нет, мы еще хотим на парковке сделать большой-большой шкаф, и может такие вещи, которыми мы пользуемся редко,
отнесем их туда, которые, знаете, вот раз в год на Пасху мне надо, красиво запластиковать, спрятать там, чтобы оно не пылилось. И таким образом все-таки кухня наша разгрузится, да, и будет более комфортно. Что касаемо микроволновки. Я опять-таки уже неоднократно говорил, ребята, огромнейшее вам спасибо за ваши подсказки. Но вот этого места для нас двоих рабочего места мне совершенно хватает. А микроволновка нам необходима, так как мы греем себе пищу в микроволновке. И плюс, ладно, в себе я быстро в сковородке или в духовке разогрел. Но плюс мы для Гошеньки корм с холодильника, потому что мы его перевели на корм вот этот в банках, мягкий, так как у него зубов нету, такой грызть корм. Кэрри каждый раз подогревает, и поэтому 4 раза, 3 раза в день, когда он у нас просит всегда кушать, 3 раза в день точно она разогревает и пользуется микроволновкой. И это надо секунда, но для этого нужна микроволновка. Как кто-то говорит повесить на стенку, я этого, извините, вот знаете, вот, фу, мне так это не нравится. Кому-то нравится, пожалуйста. Да, вот нельзя, да, видите, фу, я сделал сейчас, как некоторые делают. Нет, просто это не мое, я совершенно это не приемлю, чтобы на микроволновка висела на стенке, лучше пускай она здесь стоит. Знаете, не понимаю, честно. Извините, кто приемлет на стене микроволновку, для меня это честно. Одно дело, когда она встроена, сразу идет встроена, да. Или даже вот лучше такой вариант, как у нас стоит, чем она будет на стене висеть. На кронштейнах, знаешь, на стене нет. Может, если мы придумаем сюда в угол что-то, или просто какой-то, я не знаю, такой вот, как нам столик. Говорила наша кумася Оля, какой-то такой передвижной, есть такие, как столики подставные такие. Это еще одно. Вот тут сбоку под телеком, в принципе, можно. Это еще куда ни шло, но на стену вешать микроволновку точно нет. И места хватает. Это когда готовится там что-то большое. Когда я работаю с тестом, да, вроде бы маловато этого места. Но сейчас ушла кофеварка, мне места совершенно хватает. Совершенно, ребятки. Поэтому всем огромное спасибо за ваши позитивные комментарии. Очень благодарен вам за те комментарии, которые вы написали по поводу моих рецептов. Еще хочу тоже сразу ответить. Так, было очень много комментариев, что я переварил перцы или то, что бросил сырой рис, и он потом разорвал. Ребята, сварились перцы шикарно, просто шикарно. Ничего они не разорвались, были целенькие, аккуратные. Просто мои гости опаздывали, я их разогревал, раз 10 разогревал. Естественно, результат получился налицо. Они чуть-чуть по краям порвались. И плюс я брал так щипцами, поэтому порвал. Если бы я как-то более аккуратно, когда спешишь, людей насмешишь. Это раз. И еще мне говорят, как это можно перцы залить водой? Это же просто получается перцы с водой. Ребята, это не получается перцы с водой. Это получается вкусный бульон. Смотрите, бульон? С чего набирается бульон. В перец зафарширован. Там внутри томат, там внутри кетчуп, там внутри мясо, там внутри морковка, там внутри лук пассерованный, там внутри, вернее, сам перец. Это все дало вкус нашему бульону. Это получается очень легкий овощной бульон. А вот то, что вы говорите, сметана и томатный сок, это очень вкусно. Я тоже так готовлю, но только не перцы, а голубцы. Наши украинские голубцы я готовлю, да, делаю соус с томата и сметаны и заливаю голубцы. Все мы по-разному готовим, поэтому не надо никогда отвергать то, что видишь первый раз. А просто попробуй. Вы попробуйте. Попробуй, не понравится, тогда напиши. Но от того, что, знаете, от того, что мы чего-то не знаем, это не значит, что это надо сразу воспринимать в штыки. Попробуй, и тогда просто для себя определишься и сможешь мне четко написать комментарий, дорогой мой зритель, что Гарик, ты был неправ, или Гарик, наоборот, ты прав. Поэтому вот так как-то, ребята, как всегда, наболтал вам 18 минут болтовни. Побежали, наверное, придется на 2 видео делить. Побежали смотреть кресло, и первым делом сейчас пойдем купим для Лимона подкормку. Пошли, дорогие. Смотрите, ребятки, классная какая погода, хорошо, ветра нет. Вот сейчас, кстати, чуть сказал, ветра нет, маленький подул. И маленький подул. Смотрите, ребятки, вот Кэрри, моя дорогая. Она сегодня в таких ботиночках, в пальто. И там у нее джинсы и гольф. Ой, гольф, кстати, я когда-то Кэрри дарил, такой цветной, прикольный, мне так нравится. Она его не очень любит, да, Кэрри? Ты его не очень любишь? Я люблю, потому что много буйства красок, как-то не знаю. Вот видите, не любит буйство красок. Сейчас я покажу внутри ее.
Нет, это здесь, это на полярный ветерок видно, понимаешь? Сам год А так? классный, качество шикарное. Я говорю, сейчас про ветерок дуть. Говорю, это Ветерок, я же ничего не слышу, просто ветерок только здесь, понимаешь? может быть. На полярный. Там же мы везде были, небо. Покажи. Вот видите, цветной, разверни. Вот. Это, кстати, я покупал в итальянском магазине, Качество хороший. шикарное. Не любит краски, наоборот. Мы тележку не взяли. Почему нам тележку? Мы же кресло не будем тележку класть, а вот что мы хотим для лимона в руках поместить. Да? Правильно? Ну не знаю. Я вообще хотел тележку. Что хотел? Ну, вообще тележку хотел. Так, решили вот эту маленькую взять. Так, сейчас будем искать подкормку. Да, уже весна, все. Ой, розы. Нарциссы, розы, вот эти примулы, потом вот это гиацинты. Что тут еще есть? Ну, это, кстати, осенние, вон эти хризантемы. Это осенние цветы. О, наши горшки, Кэрри, то, что мы купили. Смотри. Они подорожали? Да, скидки нету уже. Тут мы брали Ух ты, ну, это хорошо. по 1000, а сейчас точно такой же, вот как наш, вот один в один. Ничего себе подорожали. 2,042. Видишь? Эти вообще по 4,5. Ну, а Большие мы вот пока. такой брали за 1000, сколько, не помнишь, 1000 с чем-то. Ну, горшков тут большой выбор. И смотри, какой выбор этих нарциссов, да? Осторожно, как? Вот эти примулы, розы. Так, что нам надо? Азот или как? Сейчас, это специально для лимона. Сейчас. А где наша тележка? Где ты ее оставил? Так, подкормка. Тут разные подкормки, но тут вот для розы, подожди. Это для розы, для цветов. Сейчас найдем и для лимона. Так, а вот, Кэрри, подожди. Где? Вот. А, Вот, кстати, цитрусы. да. Вот это аппликатор для цитрусовых плодорастений. Аппликатор. Что такое аппликатор? Это, наверное, вот видишь, Доброго вот так в вот. форме Просто аппликатора. вставляешь. Ой, класс. Так, я возьму вот таких два аппликатора. Очень хорошие. А, кстати, рубрика фейс-контроль. А я успел переодеться, одеть спортивные штаны. И подойти, чтобы я не кричал. Опять-таки говорят, хвастается брендом, еще что-то. Ничем я не хвастаюсь. Мы придумали, так как мы блогеры, придумали эту рубрику фейс-контроль, чтобы чуть-чуть чем-то разбавить. Ребята, мы не ходим по улицам, мы не подходим и говорим, у нас это Гуччи, это Дольче Габбана. Мы, как все, как вы, как все обычные люди, ходим по улицам на Всегда же интересно посмотреть, это как просто кто делается оделся. для влога, для вас. Понимаете, и многим это нравится. А кому не нравится, просто пролистните мимо, пройдите мимо. Неужели так это трудно сделать? Все, аппликаторы взяли, два. Мне бы Я бы еще орхидеи, каких-то мне бы взял. орхидеи пересадить, ну. Я бы еще каких-то взял, понимаешь, вот это помимо просто аппликатора для... Давай еще поищем. Ну давай пошли поищем. Что надо что-то искать? Вот я смотрю. Мне хочется, чтобы хотя бы один лимон был. А вот еще, смотри. А это не такой же фирмы? Нет, это минералы. Так вот давай. А ты же Да. говорил, какой-то азот нужен. Ну вот тут где-то содержится 100%. Прочитай. Но я хочу, чтобы это все было. Слушай, нам же надо эту пересадить юку Но надо горшок взять. и землю. Мы же не замерили горшок, Не замерили. знаешь. Чтоб Он куда? у нас стоит вот в той черной штуке, туда небольшой горшок только может. А как же ж он выдержит эту юку? А юка может, главное землю новую, даже в тот же размер горшка просто. Ты думаешь, она ж Да. разрастается. Давай еще вот для юки что-то возьмем. Для пальм драцен. Подожди, это для пальм драцен, для юки подойдет? Не знаю. Нет, юка это что-то. Это другое, наверное. Юка это другое. Ребят, что для юки можно взять? Так,
оно подойдет и для Юки. Ладно, ребят, мы найдем сейчас консультанта и потом включимся еще раз. Ребятки, смотрите, сколько набрали на наши Садовод, 4 цветка, огородники. понимаете, набрали немерено удобрений. Что еще хочу сказать? Ребята, начинается уже сезон дачников. Посмотрите, какая красота в эпицентре. Уже полно семян и цветов, и, естественно, всяких плодовые, и огурцы, и томаты, и свеклы, и капусты. Короче, уже чувствуется подход весны. А потому что в феврале уже многие начинают... Ну, уже, во-первых, да. когда мы сами, помнишь, высаживали, Да. я когда-то раньше делал сам рассаду, в это время я уже, естественно, сеял томаты, перцы еще раньше можно сеять. Нет, томаты еще поздно, перцы в феврале я сеял, а томаты ближе к марту, в конце февраля. Так что уже начинается сезон. Боже, ребята, еще И это радость, значит весна впереди. Да, еще недавно вот... А вот еще с этой стороны, смотри. Да тут семян просто немерено. Знаете, мне казалось, еще вчера был Новый год, мы тут с вами бегали, предновогоднее настроение такое. Уже время, жизнь неумолима. А мы ее тратим на то, что цепляемся как собаки. Насколько это глупо, правда? А вот, кстати, юбки, смотри. У нас юбка большая. И горшок нужен. И- Мгм. У нас Наша еще повыше, больше. наша выше. Просто ее нужно, ее необходимо... Ребятки, извиняюсь. Решили взять вот такой черный горшок в зал. Тоже фактурный такой. Хороший Интересно. горшок. Это для Юки. Пересадим Юку. Она уже начинает в черный пропадать горшок. просто. Да, то, что нам подарили нашу красивую Юку, надо ее пересадить. Я думаю, вот в такой горшок. Сейчас тогда возьмем землю. Вот 1500 такой горшок. Вот думали такой или такой побольше взять. Да нет, это сильно большой. большой. Нет. Вот этот 2000, этот 1500. Ну, хороший такой, знаете, он фактурный, черный. Почему черный? У нас там тумба телевизионная черная, плюс Ну, есть акценты, что есть вазы черные, там это, поэтому хочется черный. Берем, короче, такой горшок и идем за землей. А ты говорила, для чего тачка? Да, Вот она и надо. пригодилась. Ну, еще, ладно, тогда раз мы решили брать горшки, еще глянем. Может, там что-то еще возьмем. Ну, давай. Ребятки, решили еще взять стабилизированный вот такой мох. Смотрите, они есть разных цветов, и темно-зеленый. Но мы решили такой, мне кажется, такой более натуральный цвет, куда мы хотим. Вот где лимон, чтобы вот эта земля, пока лимон же пересаживать нельзя в ближайшее время, пока он завязи и все. И закрыть эту землю хотим вот таким мохом. Не знаю, можно так делать, нельзя, но во всяком случае мы так сделаем точно. Вот такой мох, пачка моха стоит 270 гривен, 260 гривен. Стабилизированный. Есть разные цвета. Так, что мы дальше? За землей идем. Солнышко. Вот тут и красный есть. И светлый, посмотри, все цвета. Ну, красный, мне кажется, как-то... Куда красный? Ну, Вот. кому-то, может, и красный Ну, вот подходит. Вот это красивый мы взяли, правда? Это Он да. больше натуральный. Мгм. Все, идемте возьмем землю. Ребятки, мы вышли за землей в другой отдел. И смотрите, здесь вот такая штука. Кто знает, что это? Это типа лопаты или чего это? Что это? Вот оно. Инструмент для посадки. Вот это. Видишь, лунки делаешь. Не, это совсем другое. Вот это что это? Я думаю, это что-то тоже с этим связано. Скапываешь. Вот и посмотри, там человечек нарисован с другой стороны. Какая-то, может, ребята, напишите, кто знает, что это такое. Что это такое? Скарс. Странно, не знаю, что это. Вот какая-то инструкция тут, смотрите. Что-то можно, не знаю. Вам видно, что это означает? Она не дешевая, но я первый раз такую вижу. Я первый раз такое вижу. Она не дешевая, но очень необычное какое-то. Да, это уже, знаешь, такое все дачное. Это уже не актуально. Ну, хотя, подождите. Еще все может быть еще февраль, март, еще, знаешь, мы рано. 2 месяца еще февраль и март. Март же не всегда у нас, он-то календарный, но... А вот где грунт, солнышко. Вот. Видишь, вот грунт. И вот здесь. Так, нам надо для Юки небольшой.
Но именно для юки надо взять. Грунтосумеш. Так, ребят, мы будем искать, потом включимся. Потому что это долго вам затягивать все. Да, Кэрри? Ну, там универсальный. Ну, универсальный не хотелось бы. Хочется именно для юки взять. Я надеюсь, для юки есть такой грунт? Вот, наверное, как бы для всего. Для домашних. Но это для большой. Хотя нет, для того горшка, наверное, и небольшой. небольшой. Так, ладно, мы найдем, давай консоль. Ребятки, смотрите, взяли еще, Кэрри нашла, вот захотела такое для юки сверху. Мокс фангум какой-то. Он как бы собирает влагу и все время подпитывает растения. Также взяли вот таких 2 грунта, вот, для юки, по 5 литров. Я хотел 1 пакет, Кэрри говорит 2 надо. Ну, я уже не захотел спорить, хотя я понимаю, что вот этот горшок мне хватит 1 пакета насыпать, плюс с того горшка пересадить, там же еще будет. Ну ладно, пускай будет 2, он не испортится. И взял еще подсыпать наш цитрус, вот такой еще грунт. Все, мы здесь зависли. Да, Кэрри? Все интересно, сразу хочется все пересадить. Ой, а что вот это такое? А, это удобрения какие-то. Для газона. Ну, надо хороший газон тогда. Тогда подходит. Все, едем смотреть кресло. Да, если успеем. В смысле? Магазин до 10. Сейчас сколько? А, 9? Так успеем. Главное, чтобы эти кресла были. Но я считаю, знаешь что? Что даже если мы сейчас выберем то, что нам хочется, Можем нести задаток. здесь это эпицентр, здесь задаток нельзя вносить. Я имею в виду, даже если выберем сейчас брать, куда мы будем? В машину в нашу не поместится. Нам, хотя их могут раскрутить, если это будет с витрины. Хотя Кэрри с витрины не хочет. Вот там, где мы заказали, хорошо, что были экземпляры на складе. Короче, ладно, идемте Лучше, смотреть. конечно, когда доставка. Причем тут доставка? Когда есть наличие, ты же видишь, что все Но под наличие заказ. доставки, потому что не поместится большие кресла в машине. Но они не такие большие. Если ножки раскручиваются, вот то, что в юске, но если ножки раскручиваются, Те, то что нормально. близкие, да, те, что мы здесь смотрели. Так, ребята, где были елки, где было вот это все для дачи. Какой кайф. Я это обожаю, да, Кэрри? Смотри. Это почему афганский казанок, они очень классные. Не получают. Я не знаю. У нас такого... Где-то. У нас такого нету, но я знаю, что у меня 100% бы получилось. Я хочу Ой, такой супер. заказать. Это садж для шашлыка. Только я видел в интернете намного... Цена дороже чуть-чуть, но Да. намного красивей. Там, ну, очень Ну, красиво. вообще тема мне это нравится. Садж, вот сюда бросаешь уголь, вот сюда вниз. И Бросаешь всегда уголь, сюда сверху шашлык горячий. Это не очень материал, хотя цена такая. Но я видел намного красивей. Правда, дороже, но красивее. Ну, вообще тема классная. Видишь, и маленькие есть. Да, для, Овощи запеченные. для шашлыка шикарно. Ну, я считаю, лучше один большой, туда и шашлык, и И овощи. места много не зовут. Так, Понимаешь, одно если блюдо. 2 вот таких ставить, мне кажется, это неудобно. А вот лучше один большой, вот ты положила шашлык и овощи, тут уголь бросила и Ну, разогреваешь. например, когда гостей нет, мы вдвоем, пусть один и такой будет, и большой. Хорошо, как скажешь. Так, ладно. Блин, вот какие беседки красивые. У нас же что с тобой теперь? У нас с зонтами проблемы. В смысле с зонтами? А, нет, не знаю, беседка нужна. У нас получилось что? Один зонт с заднего двора поломался, старый. Если я приеду, не смогу его починить, надо один новый зонт. И А. беседка. Мы, кстати, если поломался, знаешь, какой возьмем? Пристенный, с одной стороны к стене, Да, вот как раз. такой, да. Ага. И у нас поломалась самая главная наша летняя кухня. Вы видели, снегом завалила, там кто-то радовался, что ее снегом завалили. Естественно, она будет заказывать новую. Но такую же мы не вернее, точно такую нигде не продают в эпицентрах. Это надо заказывать с Польши. Ну, буду опять заказывать. Посмотрите, сейчас покажу, какая Здесь Смотрите, тормоза есть. для Здесь собачки куда-то. вот такой набор шикарный. Смотрите, тут твой маленький любимец. Тут вы сидите, посмотрите, А тут, шикарно. смотри, для одной собаки 50, сколько? 56 тысяч. 56 Смотри, тысяч. Здесь и такой вариант. Такой, Ага. да. Это для какой-то побольше собачки. Или... Шикарно. Посмотрите, какой красивый на террасе поставить набор. Просто
Просто великолепно. Посмотри, новогодние звезды все равно оставили. Ну, вот эти для Но собак. дача... Знаешь, какая вот нам для мангала была бы классная Ой, беседка? Идем да. посмотрим. Вот это уже понесу. Я хотела сказать, А собачьи не входят в цену? собачьи кроватки. А вот эта кроватка 4, вон, 4200. Ну и это, наверное, примерно так. Здесь у кого-то дома 2 собачки. А это 400. Это дешевле. Ну, хорошие. Здесь чехольчик снимается. стирает Ну, они классно. качественные, классные. А вон какой набор, следующий, посмотри. А вот тоже, смотри, для собачек много. Вот серая. Класс. А вот, смотри, большой какой такой, видишь, набор. Сколько тот набор стоит? 100 тысяч. 100. Смотрите. Ух ты, вообще класс. Класс, идем. Но она дорогая, 100% очень дорогая, я думаю. Нам дешевле будет построить. Ой, смотри, это открывается, закрывается. Но это, конечно, вообще супер. Крыша открывается, закрывается. Это вообще супер. Здесь и занавески сделать можно, и все, что хочешь. Какая цена? Сколько угадываешь? Ну, 150. Нет, 80. 80 тысяч? 80? Ну, за 80 можно построить. За 80 мы не построим, это 2000 долларов. Сколько тогда тот парень говорил? 5? А, он 50 хотел. Ну, тогда построим лучше. И она пустотелая. А мы же хотели с тобой, он хороший металл считал. А он поменьше. А, это шезлонги, твоя мечта. Там шезлонги. И 30 тысяч. Вот что Кэрри имеет в виду. Вот видите, такая тоже 2 шезлонга и такое накрытие 30 тысяч. Ну вот это нам бы для шашлычной нормально было. А вот это куда, что мы на ветер не пойдем, или там уже стационар? Дома? Ну не цвет только такой. Нет, сейчас я не подсвечу. Ну вообще может пойти. Или вообще нет. Почему? Тебе комфортно? Сейчас я подойду. А ну сядь, пожалуйста. Нет, тут, наверное, на нем садится 68. Ну, оно очень объемное. Нет, ты можешь присесть, присядь. Не упала. Да не, я ж тут рядом. Нет, так чтобы я назад не свалилась. Нет. Удобно? Не очень? Не глубокая, да? Да, мне нравится. Лучше вот мне... Нет. Не Брать глубокая. из списка. Так, ладно, подожди, мне надо забрать. Вот наборчик, смотри какой. Такой стильный, да? Всего лишь 200 тысяч. А, он 200, дороже, чем те. 200 тысяч такой наборчик. Видишь, какая тематика космическая. Ну, мне нравится. Это, знаешь, такая, как у нас кухня. Как вот у нас кухня сделана, деревом обита. Вот кто-то говорит, это не модно, это прошлый век. Видишь? Вот, видите, прошлый век. Видите, как? В прошлый век, кстати, входит вот эта тема, знаешь, такой американской какой-то кофейни, кафетерия, кофейня. Знаешь, Беверли-Хиллз 90-210, помнишь? Вот такое. Да, очень стильно. А интересно, как на них? И видишь сочетание белого и дерева, да? Вот. Ты знаешь, сидеть, я сейчас короткая, для спины будет неудобно. Нет, подушка делает фиксацию, спине удобно. Так что, ребята, видите, а вы говорите, это не модно, это прошлый век. Видно, в разные века мы с вами все-таки живем. Но это, ребята, не вам, хорошие наши зрители, а тем, кто сходит с ума. Это тем, кто кричали, боже, какой отсталый я. Ничего, Так, а чего мы сюда вернулись? мне не страшно быть отсталым. Где ты осталась? Такого отсталого надо еще чуть-чуть подогонять. Это я знаю точно. Так, ребята, у нас 40 минут, поэтому мы побежали на второй. Побежали, солнышко. здесь не выйдем? Нет, я же тачкой не проеду, солнышко. Ну, проходи. А да, мне не нравится такое. Тоже такой способ. 42 тысячи. Мне этот цвет не нравится. Не, вот эти мне понравились. Ну, это чисто дачный такой вариант, прям дачный-дачный. Вот И эти. ты знаешь, металл хороший. такой Вот такие, добротный. знаешь, вот прям дачный, да? Столики Но, эти. если честно, классно. Мне нравится вот так сесть в компании. Вот у нас на балконе, ну, Когда не ляжешь. семья У нас на большая. балконе хорошо, что у нас лечь можно, наша Здесь мебель. не ляжешь. Да. А вон, смотри, какой большой выбор этих коконов. Все-таки в этом году мы кокон возьмем на дачу точно. Посмотри. Да, вижу.
Видишь, какой большой Может, выбор? потом еще подвезут. Пошли, я же хочу успеть кресло. Можем поискать и в интернете иногда. Что, кокон? Нет, кокон. Знаешь, я люблю найти в интернете, но не просто онлайн заказывать, потом подъехать в этот Вот я магазин. тоже Вот так мне нравится. Зайчик, какая скакалка? Для чего тебе так. скакалка? Ну, скакалка, что спортом А, худи? заниматься. После всех наших кулинарных видео, Да. В дворах же ж есть куча скакалок. после всех кулинарных видео Кэрри надо теперь скакалка. Да? Но это очень полезно, кстати. Это не только кэрри, и мужчинам, и женщинам это классно. С утра минут 20 попрыгал. Я начал потихоньку сбрасывать уже вес, чуть-чуть уже движение Сколько ты началось. сбросил? Я уже сбросил 2 килограмма за неделю. 2 килограмма Ну, это хорошо, ушло. что не быстро, а лучше как. Да. Ну, видите, по лицу чуть жидкость начинает первым делом, как говорится, меньше лицо становится. Но очень медленно идет процесс, но идет. Ой, ребята, сегодня делали с Кэрри такие вкусные котлеты на завтрак Надо обязательно со показать. свеклой. Я обязательно покажу вам этот рецепт. Кэрри моя обалдела, говорит, это так Вкуснейший. вкусно. Значит, для этого требуется куриное бедро или куриное филе, сыр рикотта и свекла. Ну, масло, соль по вкусу, естественно, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Это такая вкуснятина, обязательно буду готовить на завтрак. Во-первых, делаются 2 минуты. Обязательно покажу. Все, ребятки. Наш, видите, деко. Мебель, вот нам на 2-й этаж мы здесь поднимаемся, и там большой салон мебели. Вот сюда будем подниматься. Будем идти обратно здесь, потом чтобы заходить здесь, купить. Ну, я не всегда здесь есть сигареты, понимаешь, в чем дело? Так, ребята, надо тележку оставить. Но они поймут, что мы пешком пошли, интересно. Я думаю, поймут. Написали, Так, что тележку неправда. оставляем, потому что подъемник почему-то не работает. Вот на спуск работает вон, а этот подъемник не работает, и надо идти пешком. Поэтому тележку... Ой, боже, тут недавно обои брали, видишь? Кэрри. Да. Панели, обои, все брали. Вон, кстати, наши обои, смотри, вот они. Где? Где вон кусочек, вот они. Серенькие вот такие, вот. Они, кстати, выставлены как экземпляр. Вот тоже такие деревянные панели. Так. Я надеюсь так, что мы найдем эти кресла. Хочется дальше движения. Из-за этого холодильник не можем поменять. Солнышко, вот там в центре мебель. Из-за этого мы не можем поменять и холодильник. Потому что пока не будет оговорено фасады, холодильник точно не будем менять. Все, идем искать кресло, которое мы хотим. Так, ну это все для гостиных. Это диваны для гостиных, кресла для гостиных. А нам надо кресло. Красиво. Нам надо кресло. Ой, красивое какое. Вот такое полукругом тоже мне нравится. Нам надо, ребята, кресло для кухни. Как для кухни, для столовой. Ребятки, я понимаю, что это видео будет очень огромадным. Поэтому, наверное... Ну, 2 части ходим. Да, поэтому на этом заканчиваем наше видео. Всем мира, добра, счастья. С вами были, как всегда, Гарик и Кэрри. И до новых видео. Смотрите продолжение.